Привет, вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор новенького прицепа Bürstner Aversa 540 TL. И он, конечно же, сейчас здесь, в Москве. Длина прицепа 8 метров 12 сантиметров, высота 2,50, ширина тоже 2,50, вес тонна 700. Там показатели по длине, ширине, высоте я чуть-чуть округлил, там сантиметры какие-то, но в целом вот там, если до миллиметров не углубляться, все примерно так. Идем внутрь. Bürstner, как мы знаем, входит в группу компаний Hymer, производится в Германии, а мы находимся в столовой группе в задней части прицепа. Что мы здесь видим? Вот такой по кругу расположен диванчик. Мне понравились интересные решения по подушкам, потому что они с одной стороны кожаные, а с другой стороны сделана вот какая-то такая ткань, которая имитирует, как сказать, ну некий... Ну, в общем, как-то обратная сторона кожи, как она называется, замша, вот. Что-то такое на замшу похожее и очень приятное на ощупь. Соответственно, когда вы садитесь, приятно здесь спиной на это все облокачиваться, да и чисто визуально, по-моему, выглядит достаточно неплохо. Соответственно, стол этот у нас опускается, и здесь получается такое вот одно спальное место в столовой группе. Что еще здесь интересно? Здесь у нас светильнички трековые от Dometic, то есть их можно снять, переставить то, куда вам необходимо. Почему-то штатно никогда в автодома в прицепы я не встречал, чтобы ставили на вот такие треки, не те, которые у Adria, а те, которые вот от Dometic ставятся, там, например, у Hymer, не встречал, чтобы были USB-зарядки. Но в целом они есть. Где-то там в каталоге Mavera что-то такое я встречал, что они есть на этот трек, но их надо докупать отдельно. Штатно вот ставят на этот трек фонарики. Ну, как я уже сказал, получается, есть возможность сюда поставить USB. Выше есть розетка 220 вольт, но и по периметру вокруг у нас просто шкафчики. На них нет никаких фиксаторов. Вот там, где мы видим вот такие ручки, никаких фиксаторов, замков фиксаторов нет. Просто такая сама петля, она как бы пружинит и прижимает дверку. По идее, наверное, для прицепа этого должно быть достаточно. Может быть, они и будут чуть-чуть в дороге вот так делать, но вы же не едете в прицепе, поэтому, наверное, посчитали это не самым необходимым. В целом, по освещению еще есть вот такие светильнички, они включаются выключателем с обратной стороны при входе. Кухня. Есть газовая плита на 3 огня с электроподжигом. Рядом у нас мойка и, соответственно, здесь кран. В столе часть такая дощечка вставляется в мойку, и таким образом мы увеличиваем рабочую поверхность. Какой-то разделочной доски здесь не предусмотрено, но в целом рабочая поверхность достаточно приличного размера. Рядом есть 2 розетки 220 вольт наверху и 2 шкафчика наверху. Тут уже у нас сделаны замки-фиксаторы. Все, в них ничего необычного. Ниже ящик с огромным лотком для столовых принадлежностей, вилок, ложек, и рядом еще место. Тут лежат всякая инструкция, сопроводительная документация от Bürstner. Далее, ниже еще ящик, и ниже еще один ящик, просто пустой ящик в данном случае. Дальше у нас кухня, холодильник. Тедфорд работает от электричества газа 220 вольт 12. И, соответственно, здесь у нас есть внутри морозилка. Объем всего холодильника 142 там, литра, морозилка 15 литров где-то объемом. И ниже под холодильником, еще, наверное, кухню можно отнести, этот ящик. Есть еще один такой вот ящичек под холодильником. На этом, наверное, по кухне, пожалуй, все. Двигаемся в переднюю часть. У нас по левому борту, получается, здесь гардероб сразу за холодильником. А по правому у нас здесь вот такие крючочки есть. Место просто, чтобы повесить какие-то вещи, но по сути такая декоративная панель. Ну и, конечно же, санузел. Туалет и душ объединены в одно пространство, совмещены. Здесь у нас есть шкафчик для хранения разных вещей, 3 спота освещения, туалет Tedford с электросмывом и, конечно же, умывальник. Что можно здесь сказать? Интересный такой дизайн, я такой что-то давно не встречал. Вот от самого туалета и вот этой индикации заполненности кассеты.
В остальном достаточно стандартно. Чтобы не намочить мебель, у нас здесь должна быть белая шторка. Сейчас она не висит, где-то, видимо, сложена просто новенькая в пакете. То есть здесь вешается штора, и когда вы моетесь, душевая кабина, она вот примерно до сюда, вот так вот, соответственно, поэтому ползунку получается у нас из шторок. Умывальник, все здесь в целом нормально, приличного размера раковина. Кран, он же душ. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу того, как вот визуально выглядит раковина. В остальном каких-то претензий, замечаний не имею. Стандартный достаточно санузел для прицепа. Ну и, наконец, основная спальня. Она закрывается от остального жилого пространства вот такой гибкой шторой. Фиксируется здесь на магните. А когда мы ее открываем, и в дороге она фиксируется вот такой защелкой. И, собственно говоря, мы в основной спальне. Здесь у нас 2 кровати. И на самом деле на этом все. Они никак не объединяются воедино здесь. Это просто 2 раздельные кровати. Единственное, что вот есть небольшая такая подушка, которую можно положить на тумбочку, а можно не класть. Под кроватями у нас, естественно, места для хранения. Очень удобно и легко поднимаются, вот это я прям должен отметить, кровати. То есть буквально чуть-чуть мы прилагаем усилия, и все, и они поднялись. И с одной стороны мы можем получить доступ. Вот здесь у нас есть дверь, мы с улицы ее посмотрим снаружи, в это же пространство. А с этой стороны у нас только изнутри мы можем класть вещи. И, собственно говоря, все. Что еще в спальне? В спальне у нас тоже также трековое освещение, вот это, дометик, светильнички. И нет, все, здесь этим выключателем мы отключаем освещение в остальном жилом пространстве. Только трековые светильнички, которые включаются у основания. И в изголовье шкафчики тоже без каких-либо замков-фиксаторов, но они вот достаточно, правда, плотно прижимаются пружиной. Ну, конечно же, все окна у нас закрываются плотными шторками или же москитными сетками и открываются в режим проветривания. Печка у нас Трума, работает от газа, если вам нужно автономно, или же от электричества 220 вольт. Вот, например, как в данном случае я ее включаю, у меня подключена просто сеть. Ну, и отдельно мы можем включить бойлер, подогрев воды. При входе у нас есть вот такое свободное место. Задумано, что здесь может быть установлен кронштейн под телевизор, потому что есть розетка 220 вольт и вывод антенны. И даже еще вот такое отверстие для проводов, для подключения где-то внутри. Есть шкафчик. Просто шкафчик с небольшими полочками и выключатели, которыми мы можем выключать разные зоны освещения. Небольшие 2 полочки и освещение, которые вы видите сами. Далее дверь входная и мусорное ведро на двери. Все. Снаружи по правому борту у нас как раз таки доступ под правую кровать. Здесь мы можем складывать вещи снаружи или что-то забрать. Естественно, здесь есть вот трубка отопления, у нас все это отапливается. Далее по правому борту расположен лючок с кассетой биотуалета. Раз. Вот такая кассета биотуалета Тедфорд. Ну и, собственно говоря, вход и вот такая ступенька, которая идет в комплекте. Как правило, у прицепов практически всегда такая ступенька используется. По левому борту у нас вентиляционное отверстие холодильника, подключение 220 вольт и заливная горловина чистой воды. Ну, запас у нас здесь совершенно небольшой, 50 литров бак с чистой водой. Но для прицепов это весьма стандартная история. В передней части у нас еще одно багажное отделение. Но в первую очередь здесь у нас газовый отсек. Здесь ставятся 2 газовых баллона по 22 литра. Здесь же у нас лежит ручка для того, чтобы выпускать такие ноги, лапы сзади, чтобы прицеп не кувыркнулся. Здесь у нас противооткатные упоры и немножко свободного места, чтобы положить еще какие-то ваши вещи, но там сильно не перегружать. Рама у нас и прицепное устройство от компании Alco. Прицеп Bürstner Aversa 540 TL мы сегодня с вами посмотрели. Прицеп трехместный и, напоминаю, находится сейчас здесь, в Москве. Пишите в комментариях ваше мнение на счет этого прицепа, как считаете, кому подходит, кому нет, хотели бы себе такой. И всю дополнительную подробную информацию смотрите по ссылке в описании. На данный момент в Москве в конце сентября он стоит 2 750 000. Но я не знаю, когда вы смотрите этот ролик, поэтому переходите по ссылке и проверяйте цену. Она может меняться, сейчас все достаточно нестабильно. Это канал Яхты на колесах, меня зовут Антон. До новых встреч, пока!